Здравствуйте. Сегодня опять пару фрагментов с Лидраса. Интересные достаточно фрагменты, я считаю. Э, ну, это на мой взгляд, потому что кому-то может кое-что здесь не понравится. Они достаточно есть простые. И второй момент, конечно, это Блиц. И, ну вот, я хочу сказать по партиям, я уже говорил, что много, конечно, разменов. Но именно лидрафс здесь стоит воспринимать. Вот я воспринимаю, допустим, покуда на своем канале, вот если чисто с творческой точки зрения, то есть как отдельные какие-то позиции, отдельные интересные моменты. Так. Покуда, то есть целиком, понятно, что я воспринимать, наверное, не буду, потому что целиком в партии как-то в Блиц, во-первых, Блиц, во-вторых, онлайн, конечно. Но то есть мы в другую реальность, понятно, перешли, то это виртуальную. Ну, это тоже, наверное, для развития шашек это достаточно неплохо, что есть. Как я уже говорил, очень не то, что неплохо, но хорошо, что есть вот эта платформа, естественно, появилась. Давайте смотреть партии, фрагменты. Ну вот сейчас в рейтинге периодически Spike 94, он играет белыми, он занимает первое место, по-моему, в Блиц в рейтинге с России, вот не знаю, кто это, к сожалению. Давайте посмотрим. 18-23, вот, кстати, думал, что здесь Спайк играет Колхавантом, но идея такая, что я, наверное, не все партии раз в аннотациях буду предоставлю, потому что 4 партии будет, но там будут только основном фрагменты, то есть партии не будут давать, но то есть в аннотациях, конечно, все партии не будут, посмотрю, кто может в комментариях помещу, но все партии, как я уже говорил, наверное, может не стоит не стоит помещать, потому что целиком, как я уже говорил, не стоит их воспринимать. Это мое такое мнение. Так, значит, сделаем началом просмотра. Здесь может как-то отметиться в этом ПТР. Вот здесь вот 18-23, и вот я почему-то считал, что позиция прыгана, но вот нашлись интересные защитные ресурсы, которые, кстати, не были использованы в партии. 42-37, естественно, то есть на вот эти ходы либо 37, либо на 43, вот эти вот варианты, то есть с выигрышем шашки. То есть 7 проатаковали, 41-6, и вот проатаковали 46-41. И вот здесь вот, конечно, надо было 23-28, и достаточно быстро они проиграли. Понятно, что защиты нету вот этой шашки 27-й. А вот интересный ход 13-18. То есть, если пойти 41-37, то вот интересный здесь ресурс, смотрите, защитный находится. То есть 18-23 и нападать нельзя, потому что ход идет такой и вот такой вот. То есть нападать нельзя. И здесь я, честно говоря, вот не знаю, какой ход делать за белых. То есть материально здесь ну, нельзя выиграть. Материально, покуда материальное преимущество нельзя получить в этой позиции. Так, дальше Картман со Шварцманом 67. Ну, это играет Артем Иванов с Александром Шварцманом. То есть позиция, кстати, вот борьба здесь в этой партии достаточно интересная была. Эту партию в аннотациях, да, то есть, как видео, она достаточно такая интересная. Ну вот видите, тоже разменов, в принципе, достаточно много здесь. Не знаю, как просто в классике, где-то даже в Рапиде как бы тут сложилась дальнейшая борьба. Ну вот нашли они игру, то есть я имею в виду после начальных ходов, то есть, чтобы там было в реальной партии, но здесь как раз-то борьба нашла их. То есть интересно, здесь 9-14 продолжения были, я считаю, что можно было как-то играть. И вот 30, я вам сейчас покажу любопытный момент,
который встретился в партии. Вот 33-28 было, а вот здесь любопытный как раз-то момент. Можно было в партии применить. Он встретился, как вы помните, вот у меня именно на канале по партии, я не помню, кто каким цветом играл, Мартайна Синдорн с Викторией Матричко играл. То есть это, может, даже Роттердам 19 года. Ну, я могу ошибаться, но есть у меня вот эта вот партия. Кого интересует, посмотрите. Именно выпад был интересный достаточно. То есть мы хотим, если 21-27, ну здесь, скорее всего, 21-27, то вот этот вариант, ну и потом какое-то вскрытие определенное. Конечно, 17-21, ну вот такая позиция бы интересная была. Она чуть, конечно, другая, чем Виктория играла с Мартайном, потому что там еще шашку подвели, но в конце концов позиция вообще там очень интересная. Я считаю, что одна из классических вот на тему вот этого вторжения 23-19. То есть там подведена была шашка еще на 23, то есть можно по поисковику найти это, ну, по-моему, это Роттердам все-таки 2019 года. То есть посмотрите, ну так или иначе, видите, такой интересный ход был. Если сюда, то 32, ну и вот далее вот эта вот позиция, то есть хотя грозят, и вот эта вот позиция была бы. То есть достаточно интересная была бы. Ну и здесь тоже, вот видите, я неоднократно говорю, что ошибок, конечно, много в партиях. Ну, я потом еще свою партию, то есть в конце покажу, она вообще достаточно такая смешная. Я расскажу, о чем я думал во время партии. Ну вот, наверное, вам тоже будет весело. Так, вот здесь 37-32, видите, Артем пошел 37-32, ну, я говорю, что блиц есть блиц, то есть, а если бы 38, наверное, игра бы другая чуть-чуть была. То есть, хотя, в принципе, идея здесь, такая, чтобы пойти все-таки на 28, то есть на нападение. Здесь как-то сюда, то есть вот играть сюда не побьешь, потому что получается отбой, ну и так далее. Так, единственное, что здесь, наверное, все-таки какой-то ход есть 12-18, я его, наверное, пропустил тут из расчетов. И вот здесь, кстати, да, 37 может быть и позиция очень хорошая, кстати. Давайте посмотрим. Тройка, но вот все равно, наверное, атакуется все-таки. Так, допустим, как-то 38. Так. Ну да, все равно шашка нам лишняя, все-таки все равно будет. Да, шашка все-таки лишняя, может я и не прав был, то есть 37-32, может я и не прав был, то есть, наверное, позиция все-таки проиграна. Я тут чуть-чуть глубже посмотрел, потому что вот идея, конечно, у меня была здесь на 28 проскочить, то есть при этих вот нападениях на 28, и что нападать нельзя, какие-то удары будут. Ну, хоть там где-то выходили плохие позиции, но вот ход, кстати, 12-18 я не смотрел. Вот здесь вот, конечно, тяжело было очень Артему. Может, есть, кстати, здесь варианты. Давайте я уже дальше в аналитику здесь пойду. Интересно, потому что позиция, войду в аналитику. Ну, вот здесь так, 30. Ну, возможно, вот эти вот позиции, то есть вроде бы, ну вот возможно, что вот эти позиции, так, сюда куда-нибудь, 28, 8-12. Ну, так или иначе, я думаю, что Артему все-таки надо было, может, вот эти позиции играть. Даже так, хочу как-то провести. Надо 14-19, 28, то есть хочу напасть. Если так, если 9-14, то есть 39-33. Ну, вот надо вот эти позиции смотреть, наверное. Да. Ну да, вот какие-то есть шансы. Здесь вот именно, вот здесь вот с этим ходом, конечно, с этим ходом есть шансы определенные. То есть
с этими продолжениями, как я говорил, на 12-18, да, есть вот определенные. Хорошо, что я, кстати, посмотрел, я вот вчера не все видел, ну вот интересно, такие моменты есть, может кому-то они пригодятся. Так, и вот смотрите, бриллиант, Жант 02 играл Сталином Луисом. И вот давайте я за черных перейдем. Достаточно, кстати, интересно, черные тут сыграли. Вот позиция. Давайте вот здесь вот. То есть здесь был размен 25-20. Белые провели вот этот размен. То есть 33-28. Ну, единственное, конечно, может 33 вот не надо было здесь в этой позиции сразу играть. Потому что, может, и не видели того варианта, что вот того плана, который именно провели черные. Потому что план достаточно такой интересный. И я хочу, чтобы вы взяли его на заметку. Он чисто с практической точки зрения, вот особенно вот ход будет, который я вам сейчас скажу, с практической точки зрения очень важно. То есть его не всегда просто делают. Хотя, если опытный игрок, понятно, что и в нормальной партии его, я думаю, сделал. То есть там 95%, наверное, но не все игроки, то есть на юношеских особенно даже, я думаю, что на юношеских не все бы его сделали. То есть 33-28, то есть здесь это 35-30, я все-таки думаю. И вот играть эту позицию, потому что здесь все-таки не развита у черных группировка. И можно было достаточно успешно защищаться. Хотя, видите, совсем некрасивая здесь группировка. 4 шашки всего у белых. И снова 33. И вот ход, о котором я говорил. И вот с этого хода, то есть я там даже давайте восклицательных знака поставлю. Мне он очень нравится. С этого хода начинается именно атака на фланг. То есть вот здесь достаточно хорошая идея. Видите, 19 и начали. Давайте до конца. Здесь даже, может, сильно комментировать не буду. Ну, то есть не дает здесь определенных ходов, потому что комбинации стоят. Видите, и начинается вот такая вот. Он еще на 21 здесь ушел. Но, в принципе, там ходов сильно немного, потому что были комбинации. Ну вот видите, так вот достаточно четко, кстати, черные играли. Я поражен, вот здесь вот очень четко играли, хотя это такая блиц-партия. Ну вот, здесь уже выиграл шашку, видите. Так, вот тут мои приключения были. То есть мои приключения на большой доске. Я там иногда балуюсь на другом сайте в русские шашки иногда играю, но так, кстати, что тут комбинацию мог, в принципе, провести. Но у меня тут мысли были с комбинацией, если где-то так, как показать вам. Сейчас что-нибудь покажу. Так, сюда. И вот если 43-38, то, наверное, вот эта вот комбинация, да, было бы. Я это в партии не видел, честно скажу. Я просто вот сейчас вот видел эту комбинацию. Не знаю, к чему она ведет, но комбинация такая есть в позиции. То есть без шашки это все. 43-38. Ну, вот такая вот позиция. Я тут что-то строил. Видите, даже что-то я тут строил. То есть идея такая здесь 13. Ну, тоже там жесткий блиц достаточно был. Вот я не знаю, 2 минуты здесь добавлялось или чисто 3-0 было. То есть 17-22. Нет ухода на 17, потому что бьем на 46. То есть я таким образом покуда ввожу шашки. То есть, в принципе, понимаете, игра, конечно, тут игра такая, что много сильно не подумаешь, но есть какие-то планы, и вот как показывает практика, я, допустим, раза 3, то есть партии 10 играю, допустим, в турнире здесь.
И раза 3 я, то есть на комбинации попадаюсь, причем достаточно простые. На 27, ну вот здесь я хорошо помню, что не хотелось здесь на технику играть, хотя и надо было, но я экспериментирую. Понятно, мне там хочется какие-то интересные позиции получить, что-то интересное сыграть. И 17-21, вот, и на 28. Именно здесь план у меня какой был? Шестерку подвести, если он не будет двигаться, то я просто шестерку подведу дальше и буду активизировать шашку. Но, естественно, он начал двигаться. И у меня тут уже сразу возник план. Естественно, надо ему защищать эту шашку. У меня сразу возник план, что если вторгнется. То есть на этот ход здесь я хочу вам показать, какую комбинацию постоянно, то есть готовил для него. И, в общем, сейчас будет очень смешно то, что я не провел. Ну, понятно, 39, и опять вот эту готовил комбинацию. Я помню хорошо, что я готовил. 15-20, то есть не хотел давать ему здесь нигде ходить. И у меня какие-то мысли здесь 15-20 уже были, чтобы провести какие-то тут комбинации, там чуть-чуть другие. Здесь вот поотдавать 15-20, то есть 15-20 где-то было задействовано в какие-то комбинации. 39-33, ну вот. Видите? То есть я видел, что вот эта комбинация у меня, естественно. Вот эта комбинация не проходит, потому что сюда ходишь. То есть, естественно, видите. Но кто еще не понял, ну, я думаю, уже все поняли, наверное. И всем смешно стало, ну, просто. То есть, почему не провести вот эту комбинацию? И 2 лишних шашки, то есть, это сложный момент, конечно. Почему я не провел, то есть, я думал постоянно, что вот эти вот есть, смотрел, ну, вот. Видите, эффект блица, то есть, какая-то есть идея, ну, это вот эффект человеческого мозга, кстати. Какая-то есть идея, и она, то есть, можно сказать, впереди идет, у тебя в мозге впереди идет, и вот мозг, можно сказать, забит этой идеей, и поэтому я просто не вижу. Ну вот, видите, в один ход просто комбинация в один ход была, то есть не проводил. 44-39, 4-10. Так, здесь что это? Ну вот здесь, конечно, надо было так играть в этой позиции. На 16, ну и так далее. Вот здесь интересно можно было поиграть. Можно было просто разменяться. То есть надо было уже выходить с этой позиции. 4. И вот я уже здесь попался тоже реально на идею. То есть на 27 нельзя сразу из-за этого хода. И куда дальше? Ну на 37, да, мне, естественно, провели здесь комбинацию. Вот 38 и так далее. Я тут еще успешно проиграл. Ну, вот такая вот партия у меня была вчера интересная. То есть она, ну вот она отражает, полностью отражает, наверное, блиц, вот этот вот. Именно по 3 минуты, хотя мне вот более-менее контроль там, кстати, нравится. 3 минуты, я бывает 3-0 играю, но мне вот все-таки больше нравится 3 минуты и с добавлением 2 секунд, там хоть что-то можно подумать, какие-то идеи можно провести. Конечно, вот я там по 1 минуте, я там совсем не понимаю этого блица. То есть я там пытался турнир как-то играть, там, но не турнир, я там пытался даже поменьше играть, ну там это, конечно, наверное, вот это когда 30 секунд, там, наверное, это, ну, развитие, может, интуиции, какой-то сумасшедшая интуиция, я не знаю. То есть у меня там больше у меня нету предположений. Там мне сказали, там, какие моменты сейчас сказали, как там играть надо, то есть как там именно нажимать на мышку, то есть, ну, там, наверное, может интуиция, может еще что-то, я не знаю. Ну, вот такие вот партии у меня, позиции получились. Напоминаю, это позиция Слидравса. Там мы, наверное, сейчас вот я периодически партии просматриваю позиции, то есть если что-то интересное я буду здесь публиковать, ну, наверное, мы уже тоже скоро вернемся
вернемся все-таки к классической, может, естественно, к игре на доске воочию, то есть к просмотру именно этих партий. Итак, до новых встреч!